В этом году отпуск мы разбили на две части. Первая была познавательная, а вторая расслабленная. Познавательную часть мы провели в Рурской области. Там мы знакомились с достопримечательностями промышленной культуры. Ну и даже по дороге к этому основному месту назначения нам удалось увидеть несколько очень интересных объектов. Первая достопримечательность на нашем пути из Штутгарта относится скорее к средневековью, но тоже имеет некоторое отношение к промышленной культуре Германии. На западе Германии есть Нагорье Айфель, и со времен Древнего Рима там добывали базальт, который остался после извержений вулканов. В средние века жители города Мендик раскопали 50-метровый слой вулканического пепла и в базальтовой вулканической породе пробили шахту. В этом подземелье они выбирали самые толстые базальтовые колонны, прямо там же распиливали их на мельничные жернова и конной тягой поднимали жернова наверх. После этой разработки здесь остались просто потрясающее воображение подземные залы с опорами в виде характерных шестигранных колонн. Такие шестиугольники из базальта формируются при остывании лавы. Их можно увидеть во многих вулканических регионах, но особенное впечатление остается, когда видишь над головой огромный и составленный из них свод. Сейчас рядом с шахтой располагается музей, в само подземелье водят экскурсии. На одну из них нам и удалось попасть. Вторую остановку на пути мы сделали на краю карьера Хамбах. Это карьер площадью почти 50 квадратных километров. Фотография не передает того эффекта, который производит это рукотворное ямище площадью с небольшой город. Здесь в год добывают 40 миллионов тонн бурого угля. Сжигают его, в частности, на электростанции неподалеку. К 2030 году карьер планируется вывести эксплуатации. На его месте, скорее всего, будет озеро. А сейчас рядом с карьером находится выставочный комплекс Терра Нова. Там есть кафе и смотровая площадка. Заночевали мы в отеле в Дюссельдорфе. Недалеко от этого города жил поэт местного значения по фамилии Нойман. Он впоследствии изменил свою фамилию на греческий манер – Неандер. Живописную долину, в которой он любил прохаживаться, назвали в его честь – долина Неандера. По-немецки это звучит как Неандерталь. В XIX веке здесь добывали известняк, всю эту живописную долину срыли. Но в ходе добычи в одной из пещер наткнулись на человеческие кости. Эти кости позднее были опознаны как останки вымершего представителя рода Homo, ныне известного нам как неандерталец. Поблизости места находки открыт музей. Музей рассказывает об истории самой находки, о быте первобытных людей и об эволюции человека в целом. После неандертальского музея мы поехали в город Вупперталь. Кстати, на момент записи этой звуковой дорожки, к сожалению, город подвергся наводнению. Сам город лежит в довольно узкой долине. Когда в свое время там встал вопрос о расширении транспортной сети, городские власти приняли решение в пользу монорельсовой подвесной дороги. Ее получилось разместить над существующими автомобильными дорогами и над рекой Вуппер. Какое-то время этот монорельс был полноценным видом общественного транспорта. Он перевозил по 25 миллионов пассажиров в год. Правда, в 2015 году город ошибочно закупил вагоны с моторесурсом в несколько раз меньше расчетного. Поэтому сегодня монорельс ходит только по выходным, и он превратился из транспорта для горожан в достопримечательность для туристов. После музея неандертальцев, вуппертальского монорельса и прогулки по Дюссельдорфу и его гавани мы переместились в город Эссен. Там и началась основная часть нашего знакомства с Рурской областью. Как известно, Рурская долина, в просторечии известная как Рурка, приносит плюс 20% производства, а также плюс 1 молоток с каждого рудника и с каждой каменоломни. Это в игре цивилизация, а в реальности Рурская область известна добычей угля и производством стали. В XIX веке с началом бурной индустриализации здесь потребовалось очень большое количество рабочих рук. Население области стало резко расти. Сейчас здесь живет более 5 миллионов человек. Ее города Дортмунд, Эссен, Дуйсбург, Бохум и другие срастаются в одну агломерацию, самую большую в Германии. После ряда кризисов в 70-х годах XX века многие предприятия здесь, особенно в угледобывающей отрасли, потеряли рентабельность, были закрыты. В социальном плане регион полностью так от этого удара и не оправился. Уровень безработицы здесь до сих пор самый высокий в Западной Германии.
К счастью, некоторые закрытые предприятия были не сравнены с землей, а превращены в роскошные музеи и культурные парки. С некоторыми из них нам и удалось ознакомиться. Первое и главное, что мы увидели в Рурской области, была шахта Цольферайн в городе Эссен. Шахта работала с 30-х годов XIX века и была одной из крупнейших в регионе. После обеднения угольных пластов она была выведена из эксплуатации и в 1986 году окончательно закрыта. С 2001 года Цольферайн находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО, представляет собой памятник промышленной культуры. Я давно заметил, что если не являешься специалистом в какой-то области, то музеи гораздо лучше посещать с экскурсоводом. Мы прошли по заводу в 2 экскурсиях и не разочаровались. Нас провели по пути, который уголь проходит после извлечения из недр. Нам рассказали о механизированном подъеме вагонеток, о том, как из них вручную отбирали крупные куски угля, с грохотом переворачивали вагонетки на конвейеры, как уголь отмывался от пустой породы, сортировался на фракции. В конце экскурсии мы поднялись на крышу одного из цехов. Сверху можно было осмотреть как закрытые, так и действующие предприятия в окрестностях. Сейчас промышленное значение Рурской области снижается, но здесь по-прежнему работают и коксовые заводы, и сталелитейные комплексы Тhyssen-Круппа, и электростанции, и другие промышленные предприятия. Еще одной угольной остановкой стал музей горного дела в Бохуме. В музее очень подробно и с разных сторон рассказывают об угле, о происхождении, о процессе добычи, о социальных аспектах угольной отрасли и о том, как они находят отражение в культуре. Очередная экскурсия увела нас под землю, в демонстрационную шахту. Там наглядно показаны процессы выработки угля и тяжелый быт горняков под землей. До сравнительно недавнего времени о каких-либо средствах защиты не было и речи, и работа в забое наносила непоправимый вред здоровью. Привлекая трудовые ресурсы, владельцы шахт часто предоставляли рабочим жилье. К сожалению, в случае увольнения это жилье отбирали. А значит, шахтер с семьей и детьми оказывался прикован к своему рабочему месту и работодателю. Помимо ручных и пневматических инструментов, в музее показали и огромные машины. При достаточной мощности пласта они выдают 1000 тонн угля в сутки. Одним из важных продуктов рурских шахт является кокс. Он является важным топливом для сталелитейной промышленности. Один из сталелитейных заводов здесь располагался на севере города Дуйсбург. В 1985 году завод остановили, стал вопрос о дальнейшем использовании его обширной территории и сооружений. Прошел конкурс проектов и было принято решение превратить территорию в ландшафтный парк. Парк получился большой и прекрасный. Странно, что на момент его посещения он не был битком набит избалованными немецкими детьми. Развлечение, которое в нашем детстве называлось «полазить по стройке», здесь доведено практически до совершенства. И странно, что за каждым углом не стояло по инстаграмщику с селфи-палкой. Впрочем, малое количество посетителей на момент нашего визита объяснялось, скорее всего, ковидлой, еще не начавшимися школьными каникулами и скверной погодой, потому что в нормальное время парк посещает 1 миллион человек в год. Сталелитейный завод стал не просто памятником себе и промышленности 20 века. Многие постройки здесь не только были сохранены, но и получили настоящую вторую жизнь. Например, в угольных бункерах организованы трассы для скалолазов. На одну из доменных печей высотой 70 метров можно подняться, в очередной раз осмотреть индустриальные пейзажи в окрестностях. Газометр превращен в аквариум для дайверов. На территории парка проходят культурно-массовые мероприятия, показывают кино под открытым небом. По ночам время от времени завод красиво подсвечивают и вводят экскурсии с факелами. Вообще в Германии умеют заинтересовать туриста, как иностранного, так и внутреннего. Будь то римский Лимес, средневековый замок, вулканическое озеро, везде можно с удовольствием и пользой провести свободное время, узнать что-то интересное. Промышленные гиганты 19-20 веков тоже стали интересными и познавательными памятниками. Переосмысление старых индустриальных объектов здесь не ограничивается шахтами и заводами. Людям и природе возвращают отвалы породы, которые стали на этой равнинной местности холмами. На вершинах холмов размещены суровые стальные объекты современного искусства. Например, невозможная лестница «Тигр и черепаха», мощный тетраэдр.
Массивная скульптура под названием «Горизонт». Конечно, без зеленых насаждений все эти объекты современного искусства и пешеходные велосипедные дорожки не были бы так привлекательны. Озеленить террикон – непростая задача. Для этого необходимо организовать дренажный слой, покрыть его специальной пленкой и 1,5-метровым слоем плодородной почвы. Зайцы, которых мы встретили на бывшем отвале цинкового рудника, казались вполне удовлетворены рекультивацией. А вторая расслабленная часть отпуска прошла на Балтийском море. По дороге мы заглянули в известный в узких кругах город Целле. Цель оказался внезапно симпатичным и уютным городком. Но помимо дворца и названий ближайших населенных пунктов, он ничего общего с картой из Армы не имеет.